Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об арбузе. Что мы знаем о нем? Мало людей на планете Земля скажет: совсем не люблю арбузы. Арбузы любят и дети, и взрослые. Яркий, сочный, с удивительным свежим легким ароматом, который с самого раннего детства ассоциируется у нас именно с летом, долгожданным теплом и долгими школьными каникулами. А летом жарко и столько дел. Каждая минутка дорога для игр, но мама зовет обедать. Прибежишь домой весь запыханный и хочется пить. Смотришь, а на столе стоит зеленый великан. И ты в предвкушении чуда. Лишь бы был красный, сочный и сахарный. Начинается таинство. Арбуз разрезают, он твердый, трещит, поддается. И под зеленой полосатой коркой настоящее чудо. Алая мякоть, которая манит, обещая сладкое наслаждение. Мама отрезает скибочку, и вот она у тебя в ладонях. Ты вонзаешь зубы в этот сочный плод, чувствуешь, как капли нектара текут по подбородку, и каждый кусочек дарит мгновение безмятежного счастья. И ты берешь еще и еще, остановиться невозможно. Арбуз не маленький. Этого красавца хватит на всех, а заодно и поел и напился, и побежал по своим немаловажным делам. Еще многие знают, что это самая большая ягода и растет на юге, но хотя как растет, мало кто видел. Вот, пожалуй, и все. Но на самом деле вкусный полосатый гигант таит в себе много интересного. И всегда ли он был вкусный? Да и точно ли он всегда полосатый? И только ли на юге можно вырастить такого красавца? Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о нем поподробнее. Поехали! Мы привыкли многие вещи в нашей жизни принимать как данность. Так было всегда. Разве могло бы быть по-другому? И люди не знали, что такое красный сладкий арбуз. Еще как могло. Арбуз в том виде, в котором он дошел до нас, существовал не всегда. Чтобы это узнать, нам просто необходимо найти его дальних родственников. И начнем мы с систематики. Арбуз относится к семейству тыквенные. Это семейство дудольных цветковых растений. И семейство это не маленькое. Около 600 видов, и в основном это однолетние или многолетние травы, и лишь немногие кустарники или полукустарники. Так что арбузы на деревьях не растут. Хотя есть и дерево. Это редкое растение – Dendrocycias или огуречное дерево, эндемик острова Сокотра. А нам из этого семейства более знакомы дыни, огурцы, тыквы и, конечно же, арбуз. У арбуза в этом семействе есть свой род, в который вошло 7 видов. И мы на них обязательно посмотрим. Намибская цама или дыня без усиков. Цама – это вид арбуза, который растет в диком виде на большей части территории Западной, Центральной и Южной Африки. Дыни цама внешне напоминают арбузы, но имеют бледную мякоть с черными семенами. Они в основном безвкусные, но очень сочные. Дэвид Ливингстон, знаменитый миссионер и исследователь 19 века, писал о встречах с племенами в засушливых внутренних районах Южной Африки вдоль реки Замбези, которые выживали на пустынных дынях в течение нескольких месяцев в году, когда воды не хватало. Мякоть сушат и готовят с ней тушеное мясо, а семена считаются очень питательными. Их можно жарить и есть сами по себе или перемалывать в муку. Масло семян цамы используется для приготовления пищи и в качестве масла для тела. Даже листья можно приготовить как шпинат. Человек это или зверь для любого жителя Калахари, которое происходит от слова цвана кхала, что означает сильная жажда, или кхалагади, что означает безводное место. Дыня цама, отдающая воду, является важным средством выживания. Намибский арбуз был описан Бернаром де Винтером в 1990 году. Этот вид имеет темно-серую кожуру со светло-коричневыми оранжевыми пятнами, разбросанными по всей поверхности. Они несъедобны и сильно отличаются от других видов и своим внешним видом. Этот вид довольно сложно найти в естественном ареале, но его видели неоднократно. Еще один сосед по материку и роду цитрусовая лимонная дыня или цитрон, или дыня Калахари, произрастает, судя из последнего названия, в пустыне Калахари, где она до сих пор растет в изобилии. Огурец гемсбок – один из видов рода арбуз.
и мало похож на арбуз, больше на пластмассовую игрушку для домашних животных. Это растение произрастает в Африке, в частности в Южной. Это важный источник пищи не только для животных, но и для коренного населения этих засушливых регионов из-за своей съедобной мякоти, как важный источник воды. Горький арбуз, горькое яблоко или колоцинт широко распространен в засушливых районах Центральной Азии и Южного Средиземноморья. Молодые плоды имеют зеленую полосатую кожуру, что делает их очень похожими на арбуз. Однако при созревании они желтеют. Внутри них находится горькая мякоть, которая с древности используется в традиционной арабской медицине. Дыня эгуси – это вид арбуза, который в диком виде встречается в тропических районах Западной Африки и в Судане. Плоды округлые или удлиненные, зеленые, с желтыми или кремовыми полосами. Мякоть плодов иногда горькая, и растения выращивают ради съедобных семян с мягкой влажной слизистой оболочкой. И, конечно же, десертный или столовый арбуз. И самое удивительное то, что ученые до недавнего времени думали, что арбузы были одомашнены в Африке, но только предполагали, какой именно вид был их диким предком. На протяжении большей части 20 века считалось, что арбузы происходят от южноафриканского вида намибской цамы или дыни без усиков. Однако впоследствии выяснилось, что эта гипотеза основана на ошибке, и в действительности цама родственник, но не слишком близкий для домашнего арбуза. Не было и достаточных аргументов и в пользу других возможных предков этой культуры – колоцинта из Средиземноморья и Азии, и дыни эгуси, которая растет в Западной Африке и иногда культивируется местными жителями ради съедобных мягких семян. И только в 2017 году команда ботаников во главе с Сюзанной Рейнер из Мюнхенского университета докопалась до истины. В ходе нового исследования члены команды провели тщательный генетический анализ всех видов рода арбуз и выяснили, что суданский или кордофанский арбуз, один из подвидов столового арбуза и очень похожий на нашего современного красавца, является прямым предком одомашненных арбузов. Кто-то скажет, возможно, кордофанский арбуз – это кругляш, который укатился из огорода и стал опять диким. Авторы также рассмотрели и альтернативную гипотезу, согласно которой домашний арбуз происходит от дыни эгуси, а кордофанский арбуз – это его одичавший потомок. В таком случае нуклеотидное разнообразие – это концепция в молекулярной генетике, которая используется для измерения степени полиморфизма или разнообразия в популяции, должно быть примерно одинаковым. Однако в действительности кордофанский арбуз с генетической точки зрения заметно более разнообразен, чем одомашненный. Это значит, что первый никак не может происходить от второго. Так что одним из первых мест, где начали культивировать арбузы, был Судан. И со временем арбуз попал в Древний Египет. Археологические находки свидетельствуют о том, что арбузы были известны и использовались в Египте еще около 4000 лет назад. Изображения арбузов найдены на древних фресках, а семена арбузов обнаружены в гробницах фараонов. Чтобы, не дай бог, фараон после смерти, идущий по пути с проводником богом Анубисом в загробный мир к богу Осирису, не мучились от жажды. И, конечно же, простые египтяне при жизни использовали арбузы не только как пищу, но и как источник воды в жарком климате. Из Египта арбуз постепенно распространился по Средиземноморью. Древние греки знали и выращивали арбузы. Также арбуз знали и в Древнем Риме. Римляне употребляли арбуз в свежем и засоленном виде, варили из него мед. В 7 столетии арбузы начали культивировать в Индии, а в 10-м они появились и в Китае, куда были завезены из Европы. В Китае арбуз получил название «Дыня Запада», и в честь него даже ежегодно устраивали арбузный праздник, где ягода была главным угощением на столе. В Западную Европу, в частности Испанию, арбузы попали уже в эпоху Средневековья, во времена первых крестовых походов в Палестину. Через Южную Европу арбузы распространились в Европу Северную, однако там арбузы росли плохо из-за сурового и холодного климата. Повсеместно же в европейских садах арбузы начали появляться с 17 века. В Америку арбузы были завезены европейскими колонизаторами в 16 и 17 веках. В России и странах СНГ
СНГ арбузы появились в 10 столетии. Скорее всего, их привезли заморские купцы. В любом случае, вплоть до 17 века об арбузах в России почти ничего не знали, так как они либо завозились из-за границы, либо выращивались в южных регионах, считая заморским деликатесом. Ведь арбуз – это теплолюбивое растение. При пониженной температуре замедляется рост, оплодотворение цветков и накопление сахара в плодах. И на данный момент основные регионы промышленного бахчеводства в России – это Ставропольский, Краснодарский край, Северный Кавказ, Саратовская, Ростовская и часть Оренбургской области. А какие арбузы в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Украине. И в каждой стране люди нахваливают своих сахарных красавцев, вплоть до регионов и даже городов, где они были выращены. Самаркандские, Шымкентские, Сибарабадские, Астраханские, Краснодарские и Херсонские. В этих регионах люди говорят, арбузы самые сладкие. Развитие методов возделывания арбузов, а также постоянная селекция все новых, улучшенных сортов расширяют его географию. Так что теперь арбузы начали успешно выращиваться и в таких регионах, как Среднее Поволжье, Южная Сибирь, Урал, Алтай и, что уж говорить, и якутские огородники выращивают арбузы, но с помощью рассады в тепличных условиях или в открытом грунте, но под пленочкой, опасаясь низких температур ночью. Сегодня арбузы выращиваются практически во всех теплых регионах мира. Они стали неотъемлемой частью культуры и кухни многих народов. Селекционеры вывели множество сортов арбузов, отличающихся размером, цветом мякоти и вкусовыми качествами. Благодаря современным методам сельского хозяйства арбузы доступны круглый год, хотя их пик сезона по-прежнему приходится на летние месяцы. То, что арбуз должен быть сладким, это понятно, но он, конечно же, еще и полезный. Что касается современной науки, арбузы являются настоящим кладезем полезных веществ. Они состоят на 90% из воды, что делает их отличным способом утолить жажду в жаркий день. Кроме того, арбузы содержат витамины А, В6 и С, а также антиоксиданты, такие как ликопин. Ликопин особенно важен, так как он помогает защищать клетки организма от повреждений и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно, нельзя забывать про семечки. Хотя многие мамы говорили, будешь есть семечки, в тебе вырастет арбуз. С опаской смотрят до сих пор и предпочитают бессемянные арбузы, которые также вывели селекционеры, хотя они все равно есть. Семечки тоже имеют свои плюсы. Они богаты магнием, железом, цинком и полезными жирами. Некоторые люди даже жарят арбузные семечки и используют их заместо тыквенных или семян подсолнечника. Так что, когда в следующий раз будете наслаждаться кусочком арбуза, вспомните, что вы едите не просто освежающий плод, а настоящую природную кладовую витаминов и антиоксидантов. Но оказывается, арбузы не только едят, из них делают настоящие произведения искусства. Карвинг – это искусство художественной резьбы по фруктам и овощам, которые становятся все более популярными в мире кулинарии. Именно арбузы – одни из самых любимых объектов для карвинга, благодаря своей крупной форме, яркому цвету и сочной мякоти. Автор: давай от возвышенного немного приземлимся. Что там насчет ягоды? Да и как выбрать арбуз самый-самый? С ботанической точки зрения, арбуз действительно является ягодой. В отличие от других ягод, у арбуза толстая кожура, но по определению это все равно ягода, поскольку развивается из одного цветка и содержит семена, окруженные сочной мякотью. Интересно, что в ботанике существуют разные типы ягод. Например, ягоды могут быть настоящими, как черника, виноград или смородина, или ложными, как малина, ежевика или шелковица, называемые многокостянками. А арбуз относится к типу ягод, известных как тыквены. Тыквены – это особый вид ягод, характерный для семейства тыквенных, к которому относятся также огурцы, тыквы и дыни. У тыквен твердая наружная оболочка, что и делает их такими особенными. Так что, несмотря на свои внушительные размеры и твердую корку, арбуз – это настоящая ягода, причем одна из самых крупных и
и освежающих в мире. А вот с выбором арбуза сложнее. Арбуз – самая настоящая лотерея. Но арбузные эксперты говорят, что в этой лотерее можно выиграть. И начнем мы с того, что некоторые считают, что арбузы бывают арбузами и арбузихами, кавунами и кавунихами. Короче говоря, мальчиками и девочками. От этого зависит вкус. И что пол арбуза можно определить по глубине и ширине ямки, расположенной на противоположном от хвостика полюсе. С биологической точки зрения этого не бывает. Арбуз – это однодомное растение с перекрестным опылением, то есть на одном растении находятся женские и мужские цветки. С помощью насекомых или старательных огородников пыльца с мужских цветков попадает на женские, и после начинается развиваться плод. Но кто из нас в погоне за сахарной ягодкой не поверит в арбузный заговор, особенно в детстве и когда это говорят тебе взрослые? Есть еще один проверенный способ, и благодаря ему вы всегда будете покупать сладкие плоды. Как правило, все стучат по арбузу. И если звук не слишком звонкий, но гулкий, то ягода попалась спелая и сладкая. Если же плод издает глухие ноты, значит перезрел, а очень звонкий еще зеленый. Однако, как понять, что звук идет правильный и как нужно стучать, силой или нет? В общем, методом проб и ошибок заканчиваем арбузную консерваторию или хотя бы на начальных порах музыкальную школу. Да и с другими советами тоже сложно сделать выбор. Например, все советуют: обратите внимание на цвет арбуза. Правильный плод должен быть зеленого, темного цвета и с яркими полосками. Однако специалисты заявляют, окрас арбуза и его полосок не показатель спелости. Тем более, что существует множество арбузных сортов, и все они отличаются цветом и шириной полосок. У одного полоски ярче, у другого толще. А есть арбузы вообще без полосок, ровного зеленого окраса. А есть арбузы почти белые, а есть и почти черные. Человек, чтобы арбуз не укатился, придумал и реализовал арбузы квадратные. Да и внутри они бывают разные. Помимо классических зеленых арбузов с красной мякотью, можно встретить желтые, оранжевые и даже белые арбузы. Каждый из них обладает своим уникальным вкусом и текстурой. Что же делать? Что делать? Будем ориентироваться на хвостик. Считается, если он сухой, но не иссохший, значит арбуз спелый. И наоборот, слишком зеленый отросток указывает на ягоду, которая не успела налиться. Ну а если нет хвостика, тогда что? Да и на самом деле созревание плода происходит вне зависимости от его состояния. Тогда будем смотреть на пятно на боку. Именно его называют индикатором хорошего арбуза. Оно образуется, пока ягода лежала на земле и росла. И у сладкой ягодки это пятно желтое или оттенка сливочного масла, а вот у перезревшего ярко-желтое. А если он полностью состоит из желтого пятна, возможно, это и дыня, что тоже неплохо, особенно для любителей дынь. И по итогу выбор арбуза – это сложная, требующая особых знаний процедура. Взвесить, сжать, послушать, понюхать, разглядеть полоски и прислушаться к биению сердца, что она вам подскажет. А возможно, вам попадется хороший продавец с самыми лучшими арбузами и чистыми намерениями, что вы вернетесь еще за одним. И именно он выберет за вас самый вкусный арбуз. Если не очень повезло, не беда, всегда можно сходить за другим. Арбуз прошел долгий путь от диких предков в африканских пустынях до современной гастрономической звезды. И его сладкая история отразилась в сельском хозяйстве и культуре человечества на протяжении тысячелетий. Удивительный, красивый, с богатой интересной историей и просто очень вкусный. Арбуз желает вам теплого летнего настроения и только положительных эмоций. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.